Привет, народ! Вот такой вот гриль привезли мне с Озона. Сейчас будем его распаковывать. Коробка большая такая, замотана пленкой. Так, значит, гриль от фирмы Weber. Как я понял, фирма вообще, которая изобрела форму этих грилей, американская. Вот к лету прикупил себе. Правда, размер взял не самый большой. Самый большой там 57 размер котла, диаметр. Я взял 47. Потому что 57 он уже значительно так подороже. Так, сверху картонка. И дальше вот даже в комплекте подносик. Так, здесь у нас книжечка какая-то, инструкция с картинками. Инструкция с русским языком. Всякие тут картинки, способы приготовления и тому подобное. Как разжигать с помощью стартера. Стартер я пока не купил. Ну, в общем, книжонка такая толстая. Дальше у нас идет. Тут у нас комплектация. Сколько чего и что там в комплекте есть. Как собирать. Все показано с картинками. Производство Америка, США. Так что здесь все досконально. И вот такой вот подносик в комплекте. Это чтобы ставить под решетку. И сюда стекал жир. Подносик такой тоненький совсем. Из фольги такой толстый. Но он гнется, мнется. Ну, одноразовый подносик такой. Нормально для этого дела. Пробный, так сказать. Дальше идет сама крышка. Крышка такая тяжелая. Почему я взял именно такой гриль? Я сначала, когда начал только изучать тему в интернете, находил грили за 1500 и выше, там 2-3. Но как-то посмотрел разные видео, прикинул, подумал, что они будут что-то вроде одноразового мангала. Я, конечно, не знаю, может это не так, но мое мнение сложилось такое, что они типа одноразовых мангалов. То есть из мягкого металла, из тонкого, с плохой покраской и все тому подобное. В итоге я все-таки решился взять американский настоящий гриль. Ну, здесь металл уже сразу видно, что не тонкий. Крышка весит нормально так. Ощущается, что это таз такой. Значит, на крышке есть крючок, чтобы вешать на гриль. Отверстие для воздуха. Алюминиевая вот такая вот закрывашка, которая не будет ржаветь. Так, это отверстие под ручку. Идем дальше. Здесь такая вот мисочка для угля. Сама рукоятка с жароотсекателем снизу. Вот такая рукоятка. Здесь всякие крепежики. Пакетик. Это для угля штуковина. Пластиковая. Дальше идут две вот такие вот штуки. Это ставить на нижнюю решетку, чтобы уголь класть по бокам. Разделять его не по всему пространству, а по бокам. Так. Еще ручки. Это
куда-то у нас или на сам котел. В общем, разберемся. И вот такая тарелка, это чтобы пепел из котла снизу ссыпался в нее, алюминиевая. Такое все не тонкое, все хорошего качества с виду. И дальше сам котел, вот такой вот он. Все-таки я все думал, вдруг 47 сантиметров окажется маловато. Но, как я сейчас вижу, это вполне мне абсолютно больше и не нужно. Это немало. Это очень даже нормально. Котел такой тяжелый тоже. Здесь у нас алюминиевые вот такие лепестки и отверстия. Вот этими лепестками отверстия можно перекрывать. Также они служат для того, чтобы крутить эти лепестки, и зола ссыпалась вниз в чашку для золы. Здесь есть вот такой рычажок, с помощью которого эти лепестки поворачиваются. Очень полезная вещь. В дешевых грилях такой нету. Это нижняя подставка на самый низ, где колесики, там что-нибудь на нее положить можно. Вот такие вот два колесика здесь в комплекте. Такой качественный пластик с виду. Надпись Weber. Все для людей. Вот такие три ножки. Такие легенькие, наверное, алюминий. Может и нет. В общем, совсем легенькие такие. Вот такие вот ножки. Вот такая вот решетка для жарки, на которую кладутся продукты с двумя ручками. Да, размер 47 вполне такой большой даже. 57 это уже совсем был бы гигантский. В общем, я доволен выбором. Решетка толстенная. Наверное, она будет вечная. Там, по-моему, хромированная. Ну, в общем, качество видно сразу. И вот такая тоже толстенная решетка, на которой высыпается уголь. Она даже в масле. В общем, да, качество американское, оно отличное. Ну, это уже какая-то просто бумажка. Вот, в общем-то, и все. Теперь осталось собрать